Рассказ писателя и актера Ильи Лаврова, друга Давида. Из книги «Зарубки на сердце», 1969 год. Домик на Граничной улице. Обыкновенно я пропадаю у Додьки, в его маленькой избенке с окошками почти вровень с землей. Над избенкой шумят два тополя. Доски на ее крыше позеленели. Отец Доди, Исай Лазаревич, работает в какой-то малярной артели завхозом. Очень глухой, он живет в мире великой тишины, ни единый звук не мешает его раздумьям. Он кажется мне погруженным все время в какие-то важные и таинственные мысли. Из-за того, что он сразу не может понять обращающихся к нему, он смотрит на них с печальной и немного виноватой, растерянной улыбкой. А чтобы он услышал, нужно вовсю кричать, и поэтому с утра до вечера в домике стоит гвалт. Орет Додька, кричит его мать, грузная, толстая Анна Григорьевна, вопят зашедшие соседи. И только сам Исай Лазаревич, сухонький, небольшой, с извиняющейся улыбкой, говорит совсем тихо и просто. Он философ, он любит поучать нас, толкуя о смысле жизни, о чести, о совести. Он цитирует нам разные изречения из Библии и из передовиц правды. Часто внушает он нам какую-нибудь житейскую мудрость. Сам не бери в долг и другим не давай. Не привязывай собаку на цепи из сосисок. На одной ладони 3 арбуза не удержишь. Скажет и смотрит на нас многозначительно и торжествующе, подняв перед лицом указательный палец. Но этот философ явно теряется перед натиском своей жены. Она командует им. Шумная и смешливая Анна Григорьевна родилась на Украине, и для нее нет ничего дороже полтавщины. Мы частенько подразниваем ее, заявляя, что Сибирь красивее, больше и богаче. Она кричит на нас, а иногда и выгоняет во двор, полосуя наши спины полотенцем. Анна Григорьевна – яростная хозяйка и неистовая мать, преданная семье и своей избенке, как старый солдат полковому знамени. То и дело голосит она, выгоняя из крошечного огородика воробьев и кошек, или пушит городские власти за то, что поганая торговка всучила ей тухлые яйца, а хулиганы, чтоб им лопнуть, выломали в заборе доску, а в бане сумасшедшие очереди. Поход на базар за пучком лука или укропа занимает у нее, если не весь день, то уж полдня наверняка. Мы с Давидом не раз видели, как она, махая руками среди толчей базара, с упоением долго рассказывала кому-нибудь об Украине, о полтавских подсолнухах и ковунах, стараясь посрамить Сибирь. А потом принималась честить спекулянтов за грабеж трудового люда, а государство рабочих и крестьян за то, что в магазинах, хоть разбейся в лепешку, не найдешь бельевых веревок и банных веников. Но это еще не все. Выйдет Анна Григорьевна с базара да вдруг и наткнется на что-нибудь необыкновенное. Но хоть на похоронную процессию. Она почему-то часто на них натыкалась. Тут уж ее сердце окончательно не знает удержу. Ее прошибают слезы, и она обязательно пристраивается к процессии и долго идет с ней, узнавая имя покойника, где он работал, какая у него осталась семья, а сама все горько всхлипывает, как будто это у нее кто-то умер. Домой она приходит распухшая от слез, с головной болью, и если мы подворачиваемся ей под руку, принимается подробно рассказывать нам о покойнике, и опять растревожится и обрушится уже на нас с Додькой. Вот и вы, мерзавцы, себя не бережете. Сырую воду лакаете, от молока нос воротите, в стужу пальто вам лень застегнуть. Долго ли заболеть? А потом матери слепни от слез. Додька хватается за живот, морщится, стонет, вопит. Анна Григорьевна, слово мужчины даю, с утра молоко пить и простоквашу есть. И даже спать буду в пальто, чтобы не простудиться. Еще вся в слезах, Анна Григорьевна начинает колыхаться от смеха. Меня веселят эти старики, без памяти влюбленные в единственного сына. Они все пытаются, как малолетнего, удерживать его около себя. И сколько же Додьке каждый раз приходится воевать, чтобы улизнуть из дома. Они скандалят, допытываются, куда он идет, во сколько вернется. Наконец оглушенный Додька галопом уносится из-под отчего крова, а родители кричат ему вслед: Не попади под машину, не ввязывайся в драку, не кури, детка, табак вреден, застегивайся на все пуговицы. Они выскакивают за сыном на улицу. Подожди, выпей еще молока. Додька и я спасаемся бегством. Так было и сегодня. А ночью я, как обыкновенно, просыпаюсь от грохота в ставень. Поднимайся,
Исай Лазаревич палкой барабанит, говорит, сладко зевая: «Мама, опять Давида потеряли». Накинув пальто, я выхожу. Под окном, в морозном мраке, действительно стоит Додькин отец. Лицо его укутано шарфом, меховой заиндевевший воротник поднят, в руке трость. Дядя! Глухо сквозь шарф кричит Исай Лазаревич. «Не знаю», — ору я. Из кино он пошел домой. Вот что, Илья, одевайся. Нужно искать. Анна Григорьевна сходит с ума, плачет, стоит на улице. Давид обещал прийти в 10, а теперь уже 2 часа. Пойдем, я тебя прошу. Ты лучше знаешь, где он может быть. «Да что вы беспокоитесь? Придет», — уговариваю я на весь квартал. Ну, знаешь, разные случаи бывают. Волнуется Исай Лазаревич. Под машину попал, ножом хулиганы пырнули, поскользнулся и ногу сломал. Да мало ли что может случиться. Ну, я прошу тебя. Проклиная Додькины фокусы, я одеваюсь теплее, и мы идем в ледяной мрак пустой улицы, идем мимо домишек, заваленных снегом. Исай Лазаревич, взмахивая тростью, громко разрабатывает план действий. Если не пришел, позвоним в милицию, потом в скорую помощь, сходим к Севе. Еще издали я вижу у ворот закутанную поверх пальто в толстую клетчатую шаль Анну Григорьевну. Подлецы, мерзавцы, таскаетесь ночами. Где Додька? Несется нам навстречу. Не знаю, я не знаю, надрываюсь я. Он не знает. Еще громче кричит Исай Лазаревич. От этого гвалта в соседних дворах поднимается лай собак. Всю ночь не могу найти места. Ох, с ума сойду, видно, нет на свете дурнее родителей. Покрывает все наши крики голос Анны Григорьевны. Что я буду делать? Что? У меня уже один глаз ослеп. Ослеп из-за этого мерзавца. Куда он мог деваться? Куда? Ох, нет, я не могу. С ним что-то случилось. Дайте мне его, дайте, или я сейчас пойду по городу и буду звать его, кричать. Анна Григорьевна пытается рвать пальто на груди. Неправда, кто-нибудь да услышит. Ох, сердце заходится. Анна Григорьевна плачет, грузно мечется, как медведица. Она уже протоптала в сугробах глубокие тропинки. В ответ на уговоры она охает, стонет, причитает и, размахивая суковатой палкой, устремляется куда-то бежать. Беда, пойдем. Испуганно бубнит из воротника Исай Лазаревич. За всю свою жизнь он так и не смог привыкнуть к буйным вспышкам ее темперамента. Мы поднимаем с постели соседа, у которого есть телефон, и звоним в скорую помощь, к Нине Покровской, к Верочке, к Севке. Как в воду канул. Отец бледнеет. Мы устремляемся в милицию тут по дороге и встречаем Додьку. Отец, ничего не сказав, сердито поворачивает обратно. Опять подняли панику. Спрашивает Додька. Они меня в гроб загонят. Мы закуриваем. Где околачивался? В милиции. Киоск у вокзала ограбили, но я попросился с оперуполномоченным. Знаешь, как ловко очистили киоск? Загорается Додька. Но он не успевает мне рассказать. Анна Григорьевна уже голосит, махая палкой. Мерзавец, подлец. Снова со всех сторон поднимается гавканье. Мы поспешно бросаем папиросы в снег. Анна Григорьевна катится к нам грозовой тучей. Ты как Мазепа идешь на приступ. Вперед, ура! Кричит Додька, изображая мать. Хай живе рідна Україна, полтавські кавуни да кипячена вода. Мерзавец! И мать уже смеется сквозь слезы. А через 2-3 минуты в жаркой, пропахшей чесноком избе Анна Григорьевна пытается влить в сына кастрюлю горячего молока и от простуды натереть грудь скипидаром. Она пылко ведет свой излюбленный разговор о непослушании детей, о том, что Додька под старость не будет кормить ее, прогонит из дома. Упиваясь жалостью к себе, она мрачно рисует свое будущее. Рассказ о том, как она приходит к Додьке нищенкой с посохом в руке, а он выгоняет ее, подав вместо хлеба камень, доводит ее до сладких слез. Всхлипывая, она поучает. Жену найдешь, друзей найдешь, а мать никогда, мерзавец. Ах ты, рідна моя мати. Трагически шепчет Додька, заламывая руки. Анна Григорьевна начинает трястись от смеха.